Всем привет! Пару лет назад я снимал видео про то, как делается вот такая вот барбекюшница. Сейчас немножко холодает, и для тех, у кого такая барбекюшница находится прямо в доме, это прям вообще классно, потому что можно ходить в шортах и в майке и готовить себе мясо. Ну вот, допустим, вот на такой террасе, если ее разместить, будет очень круто. Так как помещение зимой обычно закрыто и приток свежего воздуха ограничен, но камину или барбекюшнице требуется кислород для сжигания. Да? Есть два варианта: либо организовать приточку, либо воздух будет браться из самого помещения. Помещение становится воздух разряженный, потому что тяга идет наверх, и идет приток воздуха со всех щелей, с окон, отовсюду, и дом остывает. И это неправильно. Поэтому нужно организовать специальную приточку воздуха для нашей барбекюшницы. Обратите внимание, здесь вот получается чугунные плиты, да, с дырочками. И вот здесь у нас есть приток воздуха прямо с улицы. Вот мы пробурили, получается, вот это отверстие, прямо из-за стены поступает холодный воздух. Когда он сюда поступает, он сразу сжигается, то есть участвует в горении этот кислород. И этот же воздух, который был холодным только что, он начинает уходить прямо в трубу. И тогда получается, что ваше помещение, оно не остывает, так как воздух для горения в барбекюшнице используется уличный. Холодный он, теплый, это без разницы. На помещение это практически никак не влияет. Давайте сейчас выйдем на улицу и посмотрим, что там еще есть. Пока мы туда идем, я хочу вам показать, что у нас на крыше, на трубе, стоит вентилятор, который создает тягу из камина, из барбекю. Потому что иногда все-таки бывает, дым сюда попадает, но когда включен вентилятор, то дым в помещение практически вообще не попадает. И обороты этого вентилятора регулируются вот таким вот диммером. Он, получается, идет в комплекте с самим вентилятором. Так, давайте сходим на улицу, я вам сейчас покажу, что за история у нас здесь. Итак, во-первых, вот обратите внимание, это наше отверстие, через которое поступает воздух. Здесь еще необходимо поставить крышку, но это сделаем чуть позже. Но суть вы поняли, да? Давайте сейчас поднимемся. На улице уже прохладно. Так, я поднялся на крышу. И вот идет у нас дымоход. Дымоход венчает вентилятор. Он рассчитан на горячий воздух, поэтому ему ничего не будет. Вот вращается барабан. Это получается при вращении барабана лопасти создают отрицательное давление внизу помещения, и дым выходит наверх. Я надеюсь, это видео будет полезно тем, кто собирается строить свой загородный дом или уже построил и хочет сделать теплую беседку, например, да, или пристрой организовать. Хочу сказать, что я очень часто пользуюсь этой барбекюшницей. Вот. Приходят гости, и всегда можно приготовить свежее мясо или рыбу. А это отверстие делается очень просто. Существует, многие знают, что существует алмазное бурение, просто нужно очень грамотно все это вымерить. И прямо вот мы с улицы, когда уже было сделано все, аккуратно установили этот инструмент и просверлили отверстие, попав прямо вот в это место. Вот. Все, готово. Итак, у нас готово отверстие для поддувала. То есть воздух свежий будет поступать вот отсюда с улицы. Вот таким вот образом все это дело происходит. Некоторые говорят, что якобы специалисты, что вот этих отверстий не должно быть. Якобы уголь будет гореть неправильно. Ничего подобного. Испытал,
все горит классно, уголь не перегорает из-за того, что у него снизу идет кислород, а наоборот он разжигается. И времени вполне хватает приготовить даже на одной партии углей 2 партии мяса. Когда мы закрываем полностью весь нижний воздуховод, да, куда падает зола, вот здесь еще есть у нас место, откуда выгребается зола, да, вот, то приток воздуха идет прямо отсюда. Вот если руку поставить, прям чувствуется ветер. Такие вот дела. И работает все отлично, проверено. В конце видео я поставлю ссылочку, по которой вы можете перейти на то видео, как эта барбекюшница была изготовлена, сам процесс. Кому это видео принесло какую-то пользу, не жадничаем, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, потому что в нем я выкладываю самое интересное, что нам пригождается в нашей жизни. То есть какие-то фишки по стройке, которые я нашел сам и рекомендую всем остальным. Потому что я вот сам, когда строил себе эти барбекю, делал камин, я настолько замучился, общался с разными мастерами, там, великими, да, приходило человек 10 этих каминчиков, и никто толком ничего сделать не смог, да, нормально. Коптило, короче, дым не выходил нормально. В итоге пришлось доходить к этим решениям самому. Здесь я еще оставлю одну ссылочку на то, как я делал большой камин. То есть, кому интересно, тоже по приточке посмотрите. Так что жду вас всех в комментариях. Если есть какие-то вопросы, я на них могу ответить. Просто я хочу сказать о том, что когда я приглашал к себе, с десяток, говорю, каминщиков, да, никто не сделал приточку, никто даже об этом не обмолвился. Якобы все будет работать нормально. Среди вас, кто смотрит, наверное, есть специалисты какие-то, да, по каминам. Но я в это, честно говоря, не верю, что можно сделать камин без приточки и чтобы он работал нормально, чтобы из дома воздух не выходил теплый, да. Если вы с этим не согласны, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что нужно сделать для того, чтобы все работало нормально и без приточки, если такое бывает. Но я, во всяком случае, не верю в такие сказки, что можно сделать камин без приточки и что все будет ништяк. Все это пиздеж.